черно-красные, как Иран стал управляться жуткой сектой. Ранее Средневековье было тяжким временем для древнего государства персов. Постоянные войны, внутренний религиозный и экономический кризис. На этом сложном фоне возникла секта, ставшая во главе державы, сломавшая последнее, что было успешного в стране, и встретившая с ней ее последние часы. После триумфа христианства на Востоке возникает учение манихейства. От имени пророка Мани и титула Ханя, живой, Мани, сын княжьего рода, много путешествовал и впитал основные традиции буддизма, христианства и зороастризма и предложил новое видение мира. Мани учил, что тьма и свет, добро и зло – равные силы в природе. Что изначально в мире доля света и добра была абсолютной, но затем, благодаря козням злых сил, все меньшей, а сейчас и вовсе весь видимый мир – это игра теней, поле пиршества злых духов. Только души людей остаются частичками света в океане грубого и темного мира. Манихейцы считали, что все материальное – порождение зла и изначально греховно. Новая религия быстро распространялась от Рима до Китая, доходя до Южной Сибири и Эфиопии, но везде была преследуемой, что в итоге привело ее к гибели. Альбегойцы во Франции, уйгуры в Азии, буддийские секты в Корее – все близкие манихейцам были, по сути, разрушителями государства. Им не нужна семья, дети, труд, долг, имущество и война. Они противятся всему этому и сеют хаос вокруг, что быстро вызывало репрессии от правителей своих стран, которые спасались от краха. Зороастрийский маг Маздак возродил манихейские практики и наполнил их новым смыслом. Верховным учителем нового культа стал Зардушт Хуракан. Зардуштаканы, как стали называть адептов нового учения, представлявшего собой по сути вульгаризированное и упрощенное манихейство, боролись со злом весьма своеобразно, проповедуя общность имущества и женщин и устраивая оргии. Маздак учил, что все, что видимо и осязаемо греховно, имущество и желание материального мира – путь в бездну. Следует отказываться от имущества и богатств, от обладания женами и оружием, и по возможности физически уничтожать все проявления материального мира вокруг. Этим будет приближена победа света, добра и духовного мира. Истязание плоти, своей или чужой, голодом или, напротив, чудовищный разврат, равно служит целям скорейшего истребления бренного. А идеальным концом мира может служить массовое самоубийство. Все люди равны и необходимо уничтожить неравенство, отнять у богачей их земли и имущество. Бог создал блага на земле для того, чтобы люди поровну поделили их между собой, но люди при этом причинили друг другу обиду. Последователи Маздака утверждают, что они отбирают у богатых в пользу бедных и возвращают неимущим то, что отбирают у имущих. Ибо если у кого-нибудь есть избыток денег, жен и прочего имущества, то из этого не следует, что ему принадлежит преимущественное право на все это. Обездоленные с ликованием встретили нового кумира, ведь теперь можно безнаказанно брать все у того, кто богаче тебя. Маздак обладал великолепной харизмой и красноречием. Он привлек на свою сторону даже самого шаха Кавада, который надеялся с помощью сектантов держать в узде свою аристократию, которая имела виды и на престол, и на привилегии. Твердил он: тому, кто живет богачом, бедняк обездоленный равен во всем. Не должно, чтоб некто господствовать мог, богатый основа, а бедный уток. Да будет у всех достояние равно, если в избытке, запрет на оно, всем надобны благо, и дом, и жена, природа богатых и бедных одна. Огромные банды крестьян и нищих захватывали целые города, грабили хранилища и храмы, крушили гаремы знати и насиловали женщин-богачей. Армия не справлялась с такой бедой, к тому же все усугублялось неурожаем и голодом, отчего многие солдаты симпатизировали маздакитам. Однажды в столице, Ксентифоне, огромная толпа маздакитов собралась ночью, при свете 1000 факелов, для ограбления царских покоев. Царский генерал отправил армию и 10 боевых слонов,
чтобы растоптать утративших рассудок. Но Маздак вышел к ним один и с пустыми руками и словом заставил повернуть даже разъяренных животных, а солдат пасть ниц. Толпа ликовала. Шах Кавад отдает власть Маздак, не имея сил против толпы и пораженный чудом. Тот ставит своих людей на ключевые посты и одевает их в красные балахоны и митры, высокие остроконечные шапки. Эти вельможи, называемые Дииздинан, управляли страной и давали каждому просящему скот, еду и женщину. Брак был отменен в стране. Это стало последней каплей. Знать подняла бунт и свергла шаха в столице. Кавад оказался в заточении, но едва ли он уже что-то решал в стране. Аристократия сместила шаха, но не могла выстоять с маздакитами, однако и те не спешили освобождать прежнего шаха. Укрывшись в поместьях, знатные семьи Ирана ждали своей участи. А Кавад был помещен в замок забвения, где только жена могла навещать его и приносить еду. Верный новому учению, Кавад заметил, что его красавица-жена нравится начальнику тюрьмы, и он приказал ей отдаться ему, как только тот возжелает. Прежние сановники стали объектом грабежа и убийств. Они, конечно же, отчаянно вынашивали планы мести, и для борьбы с ними Маздак придумал тайную полицию. Люди, одетые в черные балахоны, в масках, без имен, просто убивали всех, на кого указывал Маздак, и имели полные права на любой поступок или имущество в стране. Черный орден начал настоящий террор в Иране. Этой проповедью он восстановил простой народ против знати. Смешались всякого рода низменные люди с благородными, и легко стало любителям чужой собственности насильно присваивать себе таковую, беззаконникам совершать беззаконие, прелюбодеям утолять свою страсть и овладевать женщинами благородного происхождения, о которых они ранее не помышляли, и отдалело людей такое бедствие, подобного которому они еще не видели никогда. Ат-Табари. Маздак вскоре исчез. Якобы он уехал на север страны, проверить слухи о жутком бесчинстве черных, и там внезапно пропал. Небеса забрали пророка, так говорили черные, а вскоре в одну из ночей они по всей стране начали резню одетых в красное. Очевидно, кто стал править страной после Маздака и красных, и кто были теми небесами, что забрали пророка. Маздак стало титулом, им назывались лидеры черных, имен которых, впрочем, так никто и не знал, а формально страной правил безвольный брат Кавада Замасп. На окраинах бушевали мятежи, но то и было целью секты. Установился такой обычай: если какой-нибудь мужчина приводил в свой дом 20 гостей и угощал хлебом, мясом, вином, закусками и музыкой, под конец все по одному соединялись с его женой, и это не ставили в грех. Был такой обычай. Когда кто входил, чтобы соединиться с какой-нибудь женщиной, клал у двери дома головной убор. Когда припадало желание другому, и он видел головной убор положенным у дверей дома, возвращался и дожидался, пока тот не выйдет. Низам аль-Мульк. В это время Шах Кавад бежал. Начальник тюрьмы спал с его женой и обезумел от любви к ней, отдав ей ключи и не мешая навещать мужа. Тогда один из друзей Кавада по имени Сиевуш подготовил лошадей и провиант неподалеку. В следующий визит он отнял одежду у жены и неузнанный покинул тюрьму в женском платье. Жена осталась там, в одежде царя, и что стало с ней после обнаружения неизвестно, а Кавад благополучно бежал. Он оказался в стране эфталитов, где попросил руки дочери правителя и через год с огромным войском тестя вторгся в родные пенаты. Царство эфталитов белых гуннов лежало к востоку от Ирана и было населено европеоидными кочевниками, ближайшими родичами скифов и аваров. Несмотря на родство с гуннами, они жили оседло, воевали пешими, напоминая германские армии, своими воинами с огромными щитами и боевыми топорами. Их войска были столь сильны, что отбивали как Иран, так и тюрок и даже китайские армии. Маздакиты не знали, чего от него ждать. Вроде бы их сторонник вернул себе трон, что же это тоже благо. Изможденная, разграбленная и утопленная в крови страна легко сдалась эфталитам.
а оттуда ли черных с мирным населением на войне не осталось и следа. Кавад уже все оценил. Он начал открытые репрессии против маздакитов и черных, опираясь на наемников эфталитов. Прежняя знать и зороастрийские маги радостно примкнули к нему, надеясь свергнуть власть сектантов. Еще и иранское войско при черных сумело вернуть себе западные земли, отбив их от Византии, теперь оно тоже в распоряжении Кавада. А маздакиты окружены, но не сдаются, не имея сил продолжать брать все силой. Они ведут открытую пропаганду учения среди эфталитов и солдат. Более того, сам Маздак вновь появился в их рядах, словно воскресшее божество. Его берут под стражу, но под давлением многотысячной толпы воины пасуют и дают ему возможность уехать в Азербайджан. Но проблема не решена, проповедь идет и оттуда, страна все еще глубоко больна. И шах предлагает сектантским лидерам официальный диспут с зороастрийскими и христианскими теологами. Поставить точку в правоте. Кавад вынужден лавировать. Китайские послы пишут, что шах соблюдает обычаи секты, а его выход в народ часто сопровождается освистыванием, но тот терпит, ибо так велит учение. Шах ждет. И диспута не было. Явившихся на форум маздакитов просто хватают и казнят на месте. Не пощадил Кавад и своего старшего сына, который тоже давно примкнул к секте. По всей стране знатных сторонников Маздака убивают, а безродных заставляют поклясться в отречении от проклятого учения. Будущий наследник престола Хасров сам вершит суд и лично показывает Маздаку казни его сподвижников. Движение разгромлено и запрещено, его сторонники тайно бегут на окраины, в Азербайджан, земли уйгуров и в Индию. Но это уже жалкие остатки былой силы, которой не суждено воскреснуть. Как не воскрес и Иран. Он слишком ослаб после всех потрясений, потерял тысячи людей и после недолгого взлета проиграл сначала Византии, затем тюркам, а потом арабы положили конец блистательной цивилизации Востока. Секта, очень похожая на коммунистические ячейки, привела Иран к катастрофе, но обнажила перед миром силу народных масс из обездоленных властями людей. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях.